Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на канал Твой Мир. Дорогие мои, я вас благодарю за комментарии, благодарю за лайки, благодарю за подписки, за обратную связь. Я очень люблю, когда вы даете обратную связь. Для меня это такой бальзам, это столько придает энергии, понимаете, для работы, для того, чтобы с вами делиться новыми видео. Это очень вдохновляет, впечатляет и, конечно, безумно меня радует. Я вас благодарю, ценю мнение и комментарии каждого из вас. Всех вас люблю и обнимаю. Дорогие мои, давайте сегодня посмотрим такой расклад, который будет называться «Гороскоп для знака зодиака Близнецы» на январь месяц. Посмотрим общие энергии, не будем смотреть сферы, посмотрим первую декаду, вторую, третью, и, конечно, вытащим совет, что же ожидает близнецов в январе месяце. Дорогие близнецы, подумайте, настройтесь, а мы будем начинать. Близнецы, первая декада почему-то у вас... Но не все так плохо. Дорогие близнецы, смотрите. Первая декада от вас даже не то, что требует, а скорее всего вам рекомендуется, как свыше, просто бездействовать. Понимаете, вот, наверное, очень редко говорю такие слова, что нужно бездействовать, но здесь вот как раз такой момент, когда вам надо покориться судьбе, вам надо даже в какой-то момент, знаете, перестать бороться, перестать сопротивляться. Вам нужно принять то, что идет к вам в руки, понимаете? Вы в своей борьбе, вот в этой восьмерке мечей, когда вы хотите двинуться, а вам уже просто свыше говорится, что ну не рыпайся, у меня вот другого слова не идет, понимаете? Но не иди ты туда, тебе туда не надо, понимаете? У вас вот здесь такой момент, когда вас даже сама судьба, сама вселенная, да, связала по рукам и ногам, и она вам не дает дальше двигаться. И здесь мы видим десятку мечей, которая говорит о том, что тебе нужно довериться Вселенной. Вселенная на твоей стороне, и она знает, что для тебя лучше, куда тебя вынести, на какой новый уровень. Ты здесь уже на этом моменте, в котором ты находишься, ты уже настолько повзрослела, стала взрослой, да, что тебе здесь уже не место, тебе надо уже куда-то дальше. И вот здесь мы видим шестерка пентаклей, которая говорит о том, что вы начинаете учиться вот этому балансу, да, кому давать, от кого забирать. Вот вы начинаете учиться этому балансу, и здесь вас Вселенная вытаскивает, да, на какой-то новый уровень. И она вам говорит, что у тебя дальше открыты двери. Ты только вот сейчас доверься, да, вот этот вот баланс соблюдай. Не надо идти там, грубо говоря, в разнос, мне так хочется сказать, да, то есть не надо больше борьбы, остановись. Вот здесь мы видим весы, да, то есть надо соблюдать баланс, и здесь у тебя все будет хорошо. Ой, близнецы, вот такая у вас неделька первая, не неделька даже, а декада первая. Вторая декада месяца. Смотрите, дорогие близнецы, а вторая декада месяца, да, в первой мы говорили о том, что вам нужно довериться судьбе, не идти против судьбы, чтобы не накликать там каких-то неприятностей. Но в любом случае, даже когда вы будете идти против судьбы, вы просто удлините свой путь, но никуда вы не свернете. Вас все равно вернет на круги своя, и все равно через другую какую-то ситуацию вы вернетесь в то русло, в которое нужно. И вот вторая неделя, она у вас идет, знаете, такая вот взвешенная. Она идет некая обдуманная. И здесь мы видим, что для вас происходят очень такие жесткие трансформации. Понимаете, у вас идут какие-то глобальные перемены, близнецы. Понимаете, вы даже многие, возможно, уже ощущают
А некоторые, возможно, только начнут ощущать во второй декаде месяца вот эти перемены, когда все меняется очень быстро, и вы понимаете, что, ну, в какой-то момент вы просто осознаете и принимаете тот факт, что так, как раньше, уже не будет. То есть уже будет все совершенно по-другому. Это новый путь, это новое какое-то, возможно, у кого-то начало, у кого-то это, возможно, какое-то продолжение, но уже по новому сценарию. И здесь очень для многих, понимаете, отыгрываются именно отношения. Мы видим короля Пентаклей, да, который говорит, что трансформация и умеренность идут в отношениях для женщин с мужчинами, для мужчин с женщинами. Да. Здесь такой вот момент, когда вы все-таки понимаете, как далее строить ваши отношения. И вот здесь такая велика вероятность того, что все-таки вы подзадумаетесь. Для кого-то, смотрите, возможно, это будут еще некие такие разводы, да, но не могу сказать здесь. Хотя, может быть, и заключение брака вполне может быть. Но здесь, знаете, как вот такой момент, я вам скажу, что заслужили, то получили. Вот здесь вот так будет, понимаете. Здесь, если как бы ваша ситуация была направлена к тому, чтобы уже пойти там в ЗАГС, допустим, да, то здесь вот как бы уже сама судьба говорит, что да, давай, уже достаточно, там уже пора. Если же все-таки были какие-то конфронтации, то здесь, скорее всего, что нет. Ни о каком браке, а скорее всего о разводе идет речь. И третья декада месяца, Близнецы. У вас, знаете, вы подвымотаны так, вы так как-то заглядываете в прошлое, все-таки вы думаете о том, что что-то вы там не завершили, что-то вы с кем-то не договорили или кому-то вы не высказались. И здесь, смотрите, да, я говорила о том, что для кого-то возможны какие-то разводы. Я имею в виду развод между партнерами, да, либо уход из отношений. И вот здесь, близнецы, у вас по третьей декаде, да, очень хорошо проигрывается тот момент, что вы возвращаетесь в свое прошлое, и вы понимаете, что, ну, вы там что-то не доделали, да, то есть либо вас ситуация возвращает в прошлое и заставляет ответить за свои деяния, за свои поступки, либо выполнить какие-то обязательства, а у вас сил на это нету, понимаете, вы вот до такой степени потасканы, хочется сказать, да, вот этими обстоятельствами, вы вымотаны, у вас силы нету, вам-то хочется просто отдохнуть и набраться сил для того, чтобы как-то двигаться дальше. И мы здесь видим 8 кубков, что вроде бы вы, знаете, вот все у вас было, да, и вроде бы все радовало, но в какой-то момент вы понимаете, что это какая-то была, даже не то, что иллюзия, понимаете, вы просто в глубине себя ощутите тот отклик, что вы не этого по сути вы хотели. То есть, возможно, у вас там, да, и дом, и дача, и машины, а любви нет, понимаете. Ну, такой как банальный пример. И здесь у вас на совет выпадают, дорогие близнецы, рыцарь мечей, да. Эта карта говорит о том, что вы будете очень, во-первых, резко настроены. Вы будете в неком даже таком состоянии какого-то конфликта. Вы будете очень быстро принимать решения. Здесь, знаете, вот такая вот скорость, понимаете, о том, что не затянется ваш вопрос, да, на какие-то там долгие года, то есть решение вот этого вопроса, который откроется в январе месяце, а мы видим, что он уже такой, знаете, это же не первый день, да, это уже какой-то промежуток времени, проходит такая ситуация, и здесь этот вопрос, наконец-то, он решится. Возможно, даже вы проявите скорость, или просто так сложатся обстоятельства, что эта скорость, она вам сыграет очень хорошую такую помощь в этом месяце, дорогие близнецы. Вот такой расклад у меня получился на сегодня. Дорогие близнецы, я вас прошу, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите обратную связь. Обязательно пишите, как проигрывается расклад. Для меня это очень важно и очень ценно. Ценю каждый ваш комментарий, ценю каждый ваш лайк и вашу каждую подписку. Дорогие мои, обнимаю вас всех, желаю вам мирного неба, желаю вам счастья,
счастья, желаю вам любви, желаю вам взаимопонимания и чтобы у вас всегда все было хорошо. До новых видео. Ваша Наталья.